Привет, друзья! Ассаляму алейкум, дорогие мусульмане! Поздравляю с наступлением этого почетного месяца, священного месяца Рамадан. Желаю вам провести его в соблюдении и в совершении хороших поступков. Иншаллах, пусть Бог примет ваш пост, ваши благие деяния, и вы получите вознаграждение за все. Мы сделали домашние дела, приготовили покушать, и сейчас направляемся в магазин купить творожок. Я сегодня держу второй день пост, а муж сегодня держит первый день пост, потому что Германия в этом году разделилась, и некоторые общины огласили о том, что первый день был вчера, 18 февраля, а некоторые сказали, что 19. Это, насколько я помню, в моей практике, то это впервые так. Обычно могут быть различаться информация в зависимости от стран, но чтобы внутри одной страны вот так вот люди поделились, такого я не помню. Вот. Но мы совещались, смотрели, проверяли, и все-таки каждый несет собственную личную ответственность за свои дела и принимает решения, поэтому мы не принимали решение коллективно, а все же я выбрала, что я следую за теми, кто сказал, что 18 числа, а муж сказал, что, учитывая все факторы, он все-таки следует за теми, кто объявил, что 19 числа. Как-то так в этом году. А вот мы пришли к лифту, будем ехать, опускаться на трамвайчик и поедем творожочек купим, потому что блинчики приготовили, а начинки нет. Давай, снимешь? Да. Да, снимай. На ифтар покушать мы уже приготовили, и поэтому мы выдвинулись в путь. В прошлом году, если вы смотрите мой канал, то вы видели, что мы провели Рамадан в Алжире, и это очень большая разница между тем, как мы проводим его здесь, в Германии, и как он проходит у нас в Алжире. В Германии, если самому себе не организовать ощущение праздника, то, конечно, не чувствуется, потому что, несмотря на то, что здесь большое количество мусульман проживает, но все равно азан не слышно, например, как в мусульманских странах. Нету такого доступа к мечетям. Если мечеть, то нужно ехать специально, и порой это не очень близко. Вот, поэтому вот этого чувства подготовки, это все зависит от человека индивидуально. Мы в этом году совсем немножко мы подготовили дом. Мы думали, что мы успеем переехать. Вообще-то большинство из мебели мы уже продали, поэтому немножко пусто. Но ничего, больше пространства, и мы сделали гирлянду, приеду, покажу дома. Плюс использовали прошлогодние там некоторые декорации. Покрасили дома стены, вот такая у нас подготовка. И в этом году, наверное, впервые за несколько последних лет мне удалось что-то сделать в подготовке, вот к подготовке к Рамадану, потому что когда сын родился маленький, вот он просто не давал мне заниматься еще чем-то, кроме домашней работы и заботе о нем. Так, вот наш трамвайчик. 2-0. Так, мы приехали. Наш трамвайчик поехал. Яблочки наши любимые. Все, мама, Да. для яблочок пакет. Давай. Сейчас я его відкрию. А потом уже по конфеты. Прямо.
Оцей сир такий самий, дивись. Тільки без оцього. Це ж теж такий колись купляла. Так, любимое лакомство зефир, но нужно проверять, чтобы не было желатина. Поэтому прежде чем что-то покупать, будем читать состав. Вот, берем такой, потому что здесь агар-агар, здесь не желатин. Українські цукерочки, корівка. Яку я колись любила їсти. Да, хочеш візьмемо її? Давай. Давай, Достаю пакет з конфетами. давай. Давай. Багато не беремо, солодке Раз. не добре на 2, їсти. 3, 4. Да. 4 таких солодких конфети. Да, чуть-чуть у нас, ну как, на всю семью это чуть-чуть. И на неделю или больше можно. Все, в принципе, все. Будем уезжать. Да? Идем. Такой магазинчик. Здесь можно купить сладости из детства. Не только сладости. Тільки яблучко. Браво! Так, Мария уже пробует свой любимый десерт. Да, Мария? Да. Дети не обязаны держать пост. Могут, но не обязаны. Мария вот уже несколько дней собиралась и все забывает. Идем. Может, если вам интересно, что чувствует человек, когда держит пост в Рамадан, если вы сами не держите, то, конечно, вы не знаете. Поэтому могу только сказать, что сейчас уже, это уже 10 лет прошло с момента, как я приняла ислам. Сейчас я уже очень привыкла, мне, альхамдулиллах, очень легко дается. Первый день только с непривычки может быть такая, как усталость, что хочется поспать. Вот. Но все остальные дни нормально, альхамдулиллах, утром встаем, все, куча дел, надо все делать, дети кому куда. Еду на вечер нужно приготовить, домашнюю работу тоже никто не отменял, поэтому есть вот эти все повседневные задания, рутина. И ее выполнение не откладывается на потом. То есть все, жизнь продолжается, как и обычно, только держим пост. Чувства голода у меня нету. Голова не болит. Спать хотелось сегодня. Я даже немножко прилегла. Вот. Но такого, чтобы прям вообще изнемогание, недомогание и так дальше, то нет. Но я помню, как только приняла ислам, то у меня были такие мысли, что я приняла ислам в Рамадан. То я думала, что все, умру, если не буду есть, как же это так? Потом были мысли еще у меня на протяжении дня, когда я уже держала впервые пост. Я думала, все, язва, гастрит и так дальше. Сейчас мне уже очень смешно, конечно, с таких мыслей. Идем. Мама, зефірка як сніг. Да, Бабуля сніга. давай. На остановку давай. Ой. Давай сюда. Ну и говоря о том, что я приняла ислам 10 лет назад, и я очень рада, что это со мной случилось, я благодарна Богу за этот дар. Хочу только сказать, что на протяжении всех этих лет я понемножку писала книгу небольшую. Я пыталась рассказать в книге максимально просто свою историю, как я пришла к исламу.
И на данный момент книга находится на проверке. Ее планируют напечатать, но я не знаю когда. Вот. Это все изменило немножко мои планы, потому что я думала, вот в этом году это 10-й Рамадан. Я думала, что в этом году я расскажу историю свою. Но так как книгу забрали в печать, ну, не в печать, но сейчас на проверке, то я не знаю, я сомневаюсь сейчас, рассказывать историю, не рассказывать. Вот, возможно, я зачитаю вам некоторые главы. Это вы уже сами напишите мне, если вам интересно, я зачитаю. Многие люди, когда видят, что я славянка и в платке, то уже сразу у них такие мысли, некоторые их озвучивают вслух, некоторые видно, что они их как бы проговаривают, что вот вышла замуж за араба. Но причина принятия ислама мною совсем не замужество. Хотя это тоже распространенная причина, когда девушки начинают общаться, даже не общаться, а когда девушки уже выходят замуж, например, за мусульман, и в процессе уже вместе, когда живут, они видят традиции, узнают религию и принимают ислам. Узнают, что такое ислам, и тогда они принимают. Но со мной это случилось не так, и поэтому мне хотелось рассказать свою историю. Я, иншаллах, в следующих видео попробую зачитать вам, а вы мне скажете, интересно, неинтересно, хотелось бы прочитать или нет. У нас сегодня был снег, а сейчас Растаял. уже почти ничего не напоминает об этом. Только иногда где-то на машине, может быть, там немножечко. А так уже и растаял весь. Такая у нас зима здесь. Друзья, если вы никогда не были в мусульманской стране во время месяца Рамадан, то и у вас есть такая возможность поехать, то я вам искренне желаю это сделать, потому что вы увидите, насколько атмосферно это происходит, насколько сплоченно, радостно. Вот некоторые люди думают, что вот как это можно не кушать целый день, там все издеваются, говорят и так дальше. Но вы посмотрите, насколько мусульмане счастливы в месяц Рамадан, насколько щедрые. В общем, если у вас есть возможность находиться в месяц Рамадан в мусульманской стране, то я вам искренне советую это сделать. Хотела еще сказать вам, что каждый год перед месяцем Рамадан я себе какой-то составляю план. Вот чем я буду заниматься в этот месяц, потому что это месяц особенный, нужно совершать больше благих дел, и я обычно пишу, что бы я хотела в этот месяц сделать. Но в последние годы я очень расстраивалась сильно, потому что я не успевала сделать то, что планировала. Когда дети маленькие, твоя жизнь меняется, и ты сложно привыкнуть к тому, что раньше ты все успевал, все шло у тебя по плану, а потом все идет чаще всего не по плану. Вот. И если к этому морально не готовиться, то трудно. Поэтому в этом году я не делала больших планов, тем более, что мы в Германии, ездить в мечеть, вот, например, учить Коран, новые суры, я просто физически не буду успевать, поэтому я реалистично отнеслась к своему времени в этом году и возобновляю вирд Тарикат ар-Рифаи. Я читаю 300 раз утром и вечером определенные слова. И тоже это интересная история, потому что мне, когда я приняла ислам, через некоторое время приснился сон. Тоже интересный. И я рассказала об этом сне
муфти Украины. Я на тот момент работала в духовном управлении мусульман Украины, и он посоветовал мне взять этот тарикат Ар-Рифаи, читать этот вирд. Это большая честь для меня. Я читала на протяжении долгого времени непрерывно, но потом проблемы, всякие домашние дела, переезды и так дальше. И я постепенно, вот рождение ребенка, постепенно я вот перестала. И вот на этот Рамадан я себе запланировала возобновить этот вирд. Также еще уроки слушать, конечно, онлайн, исламские. Если получится, конечно, хотелось бы научиться выучить еще несколько сур, но это я уже посмотрю. А как у вас вообще дела в Рамадан? Что вы планируете? Что вы планируете? В какой стране будете проводите Рамадан? Напишите. Будет очень интересно узнать. Напишите также, если вы соблюдаете пост, помните ли вы свой первый пост. Очень интересно тоже узнать, как вы начали поститься и как прошли самые первые дни. Напишите, поделитесь, будет интересно узнать. Мы идем домой, нужно разогревать еду, готовиться к намазу вечернему и показать вам украшения наши. На ифтар я приготовила вот такой салат с такой заливкой. Это оливковое масло здесь, чеснок и лимонный сок и соль. Очень вкусно. Это обычный салат, листья салата плюс яйцо. Еще мы любим пить кефир. И, конечно же, алжирские финики. Это очень вкусно, мы их очень любим. Также приготовила хлеб алжирский, агрум буфрах. Кисра, говорят, кисра. Также алжирский буряк, но только с турецкими слоями, потому что алжирского теста специального для буряк здесь не продают. И шорба фрик, тоже рецепт измененный, потому что шорба без фрик, фрик тоже здесь не продают. И также мы не добавляем томатную пасту, а по рецепту ее добавляют потом. Мы своих соображений не добавляем, просто не любим томатную пасту магазинную. Вот и наша гирлянда наполовину стены, потому что это как раз рост сына с вытянутой рукой, чтобы он не достал. Поэтому украшений у нас в этом году минимум. И так, чтобы он не достал, потому что он достает, срывает, в общем, такое. Это мы делали еще несколько лет назад. Я когда-то показывала. Здесь еще нужно заклеить. Вот. Это мы купили, а это мы делали сами, смотрите. Купили 20 центов, заплатили за звездочки, за пакет звездочек. Купили цветную бумагу, вырезали месяцы, вот, и обычная нитка для шитья. И мы наклеили все, и получилось вот так у нас. Так. Я вырезала. Да. Месяц. Еще муж должен доделать надпись золотую. Рамадан Мубарак. Хорошо? Ну. Хорошо. Что? Вот так прошел у нас день поста сегодня. Обязательно доделаем гирлянду, покажу вам. И до встречи в следующем видео, друзья. Наилучшие пожелания вам.